Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. Давно собиралась сделать на кухню доску для записей. Наконец руки дошли, и я исполняю свое желание. А в качестве основы мои любимые фоторамки. У меня они деревянные, для фото размером 15 на 21 сантиметр. Первое, что делаю, разбираю рамки. Стекло, подвес и ножка мне не понадобятся, а вот подложки нужно оставить. На рамке намечаю по 4 отверстия, причем отверстия располагаю на длинных сторонах и на расстоянии 3,5 см от края. В отмеченных местах сверлю отверстия. Такие отверстия делаю на всех рамочках. Рамки я буду окрашивать морилкой цвета палисандр. Эта морилка не на водной основе, а на растворителе, поэтому она сохнет быстро. К тому же я могу ей пользоваться и на окрашенных поверхностях, как у меня. Я не пользуюсь кистью, а наношу морилку с помощью нетканой салфетки. Было бы лучше, конечно, если бы рамки не были предварительно окрашены, но и такой результат мне понравился и вполне подошел. Единственное, есть эффект покрытия глянцевым лаком, а мне бы не хотелось делать акцентов на глянце, потому что считаю, что матовый слой здесь был бы все же уместнее. Для подложки я использую термосалфетку из пробкового полотна. Одна его сторона имеет рисунок, а вторая нет. Для первой рамочки буду использовать сторону с рисунком. Вырезаю прямоугольник по размеру подложки от рамки. Так как в поверхность будут втыкаться канцелярские кнопки, то нужно сделать мягкий слой потолще. У меня есть подложка под ламинат. Она из вспененного полипропилена. Но у меня недостаточно ее толщины, поэтому делаю в 2 слоя. Собираю все слои рамки и загибаю держатели. Первая рамочка готова. Вторая рамка делается проще простого. Распечатала надпись и вставила в рамку. Кстати, скачать шаблон вы можете по ссылке, которую найдете под видео в описании. На третьей рамке будут закреплены бумажный блок и ручка. Я сначала решила, что блок можно будет просто наклеить, но для этого он должен быть на склейке. Поэтому промазала клеем момент кристалл прозрачный одну сторону блока и оставила его для просушки.
А теперь делаю из того же пробкового полотна подложку для рамки. Только лицевой стороной уже будет обратная сторона салфетки, та, что без рисунка. Подложку наклеиваю на подложку рамки. Вырезаю из кожи полоску шириной 2 см. Опытным путем определяю длину полоски. У меня она получилась 6 см. Слегка скругляю уголки полоски и пробиваю по краям отверстия. Отверстие можно сделать и просто шилом. Намечаю место расположения крепления полоски держателя ручки. И с помощью шила делаю на подложке отверстия. С помощью металлических братцев, это гвоздики с раздвоенной ножкой, закрепляю полоску на подложке. С изнанки двойную ножку просто развожу в стороны. Вставляю подложку в рамку и закрепляю. И здесь я подумала, что бумажный блок лучше не наклеивать на рамку, а крепить его с помощью канцелярской скрепки. Поэтому блок можно было просто и не склеивать. А дальше взяла большую скрепку и закрепила ее на подложке с помощью того же братца. Теперь мне осталось соединить между собой все рамки. Для этого использую толстый шпагат черного цвета. Для удобства протягивания шпагата через отверстие обмотала его конец кусочком малярного скотча. Концы шпагата завязываю узлами и опаливаю кончики. Теперь я точно ничего не забуду, так как под рукой всегда будут чем и куда записать. Если понравилось, не забудьте поставить лайк, мне будет приятно. И не забудьте подписаться, если не подписаны, и нажать на колокольчик. А еще оставляйте комментарии и делитесь впечатлениями. Спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.